Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Смотрим, слушаем и разбираем. Сегодня мы будем смотреть маленький отрывок из мультфильма «Сирадж». Это история приключения сестры и ее братика, которые отправились в приключения, изучая арабский алфавит. Итак, давайте посмотрим с вами маленький отрывок. أهلا وسهلا. تفضلا، سوف أكون معكما بعد قليل. Отлично. Как я сказала, отрывок достаточно маленький. Мы разбираем слова. Что же он сказал? Первое. Ахлян ва сахлян. Ахлян ва сахлян. Что же это такое? Ахлян ва сахлян переводится как добро пожаловать, да? Мы так говорим в русском языке. Итак, смысл данной фразы – это то, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы чувствовали себя легко, приятно, как если бы вы оказались среди своих родных. Давайте посмотрим дальше. Следующая фраза была «тафаддаля». «Тафаддаля». Отлично, давайте разберем эту фразу. Это очень хорошая фраза, и это достаточно очень распространенное слово, да, то есть первое его значение – это приглашение. Давайте представим, что я, допустим, открываю дверь, и вы заходите, да, я говорю «тафаддаля». И еще один момент, да, почему «тафаддаля» он говорит, да, помните, мы с вами проходили в уроках арабский язык легко, двойственное число. Вспоминаем. Так вот, в данном случае у нас глагол, да, и данную форму, которую вы видите, это глагол в повелительном наклонении. Тафаддаля. Так мы говорим для двух человек. Итак, первое значение данного слова будет как приглашение. Я приглашаю кого-то к себе домой, и я говорю тафаддаля. Предложение. Я хочу предложить кофе. Я несу кофе и говорю тафаддаля. Я предлагаю кофе, да? Это примерно вот возьмите. Тафаддаля. Человек может отказаться или же поблагодарить, да? Взять кофе и сказать шукран, например. Итак, тафаддаля. Еще одно значение – это разрешение. Например, у меня нет книги, да, и я хочу попросить у кого-то книгу. Я прошу книгу. Ну, в данном случае у нас форма в двойственном числе. Например, я и еще моя подруга, да, мы хотим попросить книгу, и нам говорят тафаддаля, и учитель нам говорит тафаддаля, пожалуйста, да, то есть, пожалуйста, он дает нам разрешение, и он говорит, опять использует это слово тафаддаля, пожалуйста. Еще одна форма – это форма как бы вежливости, да, например, когда я кого-то пропускаю, опять же, да, например, у входа в магазин, да, я подхожу, и одновременно мы подходим я и, допустим, бабушка, да, и я показываю ей, что я ее пропускаю. Я говорю ей, например, она еще с кем-то, да, я говорю тафаддаля. Итак, как же мы говорим, допустим, если это будет мальчик, мужчина, да, я скажу тафаддаль, тафаддаль, тафаддаль. Если это будет женщина, я должна буду сказать тафаддали, тафаддали, тафаддали. Пожалуйста. Если это будет какая-то группа людей, я скажу тафаддалю, тафаддалю, тафаддалю. Отлично. Итак,
Давайте посмотрим далее. Следующее предложение у нас начинается со слова «сауфа». «Сауфа». Я надеюсь, вы не забыли, что «сауфа» мы добавляем к глаголу в будущем времени. Получается у нас глагол акуну, акуну. Я надеюсь, вы помните этот глагол. Мы разбирали данный глагол. Соуфа акуну. Получается, соуфа показывает нам, что это будущее время. Акуну буду. Яни ана, да? Спряжение для ана в настоящем времени. Соуфа это будет уже будущее время, да? Соуфа акуну. Получается, я буду. Я буду. Еще раз касательно спряжения, да, это спряжение в прошедшем времени, это глагол кяна, в настоящем времени якуну. Для ана будет акуну. Получается, я буду ма. Что такое ма? Ма переводится как с. И еще как вместе, да? Ма. И далее у нас кума. Что такое кума? Мы помним, что здесь у нас девочка Нура и ее братик. Кума. С вами двумя получается. Я буду с вами двумя. Дальше слово у нас бада. Что такое бада? Если перевести просто слово бада, это будет как после. После. Однако здесь нам нужно перевести эту фразу вместе, да? Бада калиль. Что такое бада калиль? Бада калиль переводится как скоро, позднее, чуть позже, через некоторое время. Бада калиль. Мы можем так ответить кому-то, да? Допустим, кто-то нас зовет куда-то, и мы говорим «Иншалла бада калиль». Бада калиль. Через некоторое время. Также слово бада после мы можем использовать, например, в таких приложениях, как после школы. Например, бада мадраса, бада дукан. Итак, давайте еще раз посмотрим данный отрывок. أهلا وسهلا. تفضلا. سوف أكون معكما بعد قليل.